Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Юрий Анатольевич, я хочу с вами обсудить в начале, понятное дело, как и вся мировая пресса сегодня, переосмысление происходит вот этого Стамбула. Причем там немецкая пресса переосмысливает в двух частях. Одни, да, говорят, что вау, ничего себе, это историческое решение, первый шаг к какому-то миру, каким-то договоренностям сделан. Ну, как бы вторя официальной риторике глав делегации Мединского и Умерова, которые вышли, сказали, в принципе, одно и то же. Ну, есть там определенные нюансы, но по сути, да, то есть они как бы хорошая мина, да, при игре такой, которая получается. Инсайдеры со встречи вчерашней там говорят, вот россияне говорят, Харьков Сумы заберут, требовали признать Крым. В общем, другая история. И вот немцы пишут о том, что провал. Ну, по большому счету, провал. Песков сегодня говорит о том, что работа ведется, сейчас нарабатывают свои предложения по прекращению огня, а потом сверят, как говорится, часы, придут, не придут к какому-то решению, непонятно. Вполне вероятно, что в июне будет продолжение, так, по крайней мере, вот эти инсайдерские заявления журналистов нам говорят. Я хочу начать с другого. Вот вы, как человек военный, как оценили картинку, когда две делегации, с одной стороны люди в гражданском, хотя там тоже есть военные, ну там представители Минобороны, с другой стороны очень мало людей в гражданском, все в форме, причем в такой, вот видно же, военная форма, там смеются полевая, не полевая, неважно, военная, прям вот видно сразу издалека. Это ведь тоже какой-то сигнал о том, как прошли переговоры. Ну и вот эти непонятные как бы пересказы, опять-таки встреча закрытая, там, а переводчик был, а если он просто был, просто сидел или переводил, тоже как бы накладывают определенное впечатление. Что скажете, насколько эти переговоры мир приблизили? Они не приблизили его и не отдали. То есть все остается по-прежнему. Давайте начнем по порядку. Во-первых, я сегодня прочитал передовицу Guardian и передовицу New York Times. Но, казалось бы, да, две разные страны, два абсолютно независимых издания, но заглавие этих передовиц одно и то же. Тактическая игра Путина удалась. То есть тактическая победа Путина. Так они озаглавили свои статьи. По сути, это так. Инициатором этих переговоров выступила не жертва Украина, а выступил тот, кто, по мнению Запада, напал на Украину. Путин. То есть, ну, как бы в этом уже есть, значит, небольшой вопрос, почему не Украина инициировала и не предложила Российской Федерации эти переговоры. Это первое. Второе. Что касается сути этих переговоров, я лично удовлетворен тем, с точки зрения гуманитарной, что 2000 человек с одной тысячу и с другой тысячу будут освобождены из плена. Для меня это доставляет большую радость, потому как нет ничего в мире, я как человек православный, воцерковленный, я исповедую принцип, нет ничего в мире более важного, более ценного, чем человеческая жизнь. Поэтому это уже очень большой плюс. И я считаю, та трехсторонняя встреча, которая была проведена в этот же день между Украиной, США и Турцией, вылилась вот в этот результат. Это мое личное мнение. Потому как я почему-то уверен, что с украинской стороны было сделано все, чтобы сорвать эти переговоры на самом начальном этапе их, так сказать, проведения.
И именно турки и американцы настояли на том, чтобы все прошло без эксцессов. Вот не зря ведь турецкое представительство не ушло из зала. Они продолжали оставаться во главе с министром иностранных дел Фиданом в зале и не проронили более ни слова. Хотя господин Умеров, знающий прекрасно и русский язык, и украинский так себе, крымско-татарский и английский, это что касается переводчиков, о которых вы спрашивали меня, он некоторые вещи, некоторые тезисы говорил на английском языке без перевода. Это именно было сделано для того, чтобы его слышали турецкие коллеги. Вот. И в целом переговоры велись на русском языке, как ни странно. Без всяких переводчиков, никто ни у кого ничего не требовал и так далее. На русском языке. То есть в то время, когда в Украине законодательно запрещен русский язык на всех уровнях, и мне, как узнику украинскому, находящемуся в украинских судах, это известно как никому другому, потому как судьи на меня орали, чтобы я переходил на украинский язык, то я, пользуясь 10 статьей Конституции Украины, мотивировал свои ответы тем, что Конституцию никто не отменял, и ни один суд не вправе мне запретить запрещать не говорить на русском языке. Так вот, что касается самих еще переговоров. Безусловно, это я могу абсолютно смело сказать, тактический выигрыш Путина. От него, в принципе, этого требовал, не требовал, от Путина вряд ли что можно потребовать. Просил этого господин Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, причем неоднократно. Вот с Зеленским, гражданином Зеленским, у Трампа все понятно было. И все эти скандалы, все эти отказы от переговоров. Трамп уже сформировал об этом гражданине свое мнение. Оно, естественно, непоколебимо. Вот. Поэтому на сегодняшний день Трамп убежден, что, я так считаю, с Зеленским разговаривать больше не о чем. А вот с Путиным могут быть еще в дальнейшем кое-какие торги. И в том числе по Украине. Что же касается мира, как многие говорят, то миром в Украине и не пахнет в ближайшем будущем. Почему? Потому что, во-первых, американцы туда влезли с руками и ногами, как свиньи в корыто. Вот. Там находится огромное количество, и у меня есть очень подробные по этому поводу данные, я их сейчас разглашать не буду. Там находятся в огромном количестве спецслужбисты американские во всех сферах деятельности Украины. И особенно в сфере Центрального разведывательного управления и СБУ. Дальше, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины присутствуют не просто инструкторы там какие-то мнимые, а офицеры высшего ранга из Пентагона. Следующий момент. На территории Украины с помощью же этих офицеров действует единая система космической разведки, которая снабжает ВСУ всеми данными по российским вооруженным силам и данными по состоянию на фронте, по всей линии разграничения. И вот об этом, как говорится, американцам, и в том числе Трампу, с Путиным будет о чем говорить. Эта встреча, опять же, как все предрекают, может состояться уже очень скоро. И Трамп хочет, и Путин хочет. Но весь вопрос в том, что такие встречи, и к этому относится и американская сторона очень серьезно, и российская сторона, нужно очень тщательно готовиться. Очень тщательно. И выносить навстречу те вопросы, которые уже обговорены. Есть предварительные по этим вопросам консультации.
И с тем, чтобы выйти не просто, как говорит Владимир Путин, попить чаю у камина, а выйти на определенные решения и подписать, самое главное, соответствующие документы. Американцы, я считаю, должны, если они говорят о мире на Украине, полностью выйти из Украины. Это не их страна, как в, скажем, географическом понимании, так и в понимании историческом и социальном. Ну, Это абсолютно не, это не их вотчина. полностью выйти уже не получится. Полностью. Ну, потому Полностью что, выйти, Александр, получится так потому же, как что и вышли. сделку-то подписали. Нам же как говорят, если сделка эта уже, которая готова, значит, уже никто никуда Да. не уйдет. Все будут защищать свои активы. Я говорю, во-первых, о военном аспекте, а сделка – это сугубо гражданское дело. Раз. Второе. В Соединенных Штатах нет государственных структур, которые занимались бы подобной сделкой. Это все какие-то компании американские, транснациональные, не транснациональные. Это другой вопрос. Но прежде чем туда зайти, в Украину я имею в виду, нужно ее сделать, что называется, без военной зоны, чтобы там не рвались снаряды и ракеты. Вот тогда эта сделка будет иметь, так сказать, какой-то смысл. Пока что это только бумажки. Ну и давайте я заключу ваш вопрос. Тема, о чем вы в конце спросили, о форме одежды. Да, действительно, я не могу без улыбки об этом говорить. Почему? Потому что такие светские рауты, дипломатические рауты, предполагают по всем писанным и неписанным законам строгий костюм и галстук. Ну, кто хочет, может еще носить бабочку. Но никак не приходить в телогрейке, в кроссовках, каких-то еще военизированных, значит, защитного цвета рубашках, костюмах и так далее и тому подобное. Есть, еще раз говорю, в мире испокон веков писанные и неписанные законы. Есть дресс-код дипломатических раутов. И тем более, эта встреча предполагала что? И Украина неоднократно об этом говорила. И гражданин Зеленский об этом говорил, выступая в аэропорту, значит, в Анкаре, куда он прилетел. Почему-то именно в Анкару, а не в Стамбул. Ну, теперь понятно почему. Где он обозвал российскую делегацию бутафорской. В этой связи, кстати, очень хлестко ответила спецпредставитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Но дело не в этом. Вот Зеленский сказал, что мы к миру, мол, стремимся, да, будем говорить о мире. Так кто приходит на мирные переговоры, простите, в засаленной военной форме? Ну, кто это может себе позволить? Ну, как говорят на Украине, якісь невігласи, понимаете, которые вообще ничего не понимают ни в дипломатии, ни в переговорах, ни в том, чтобы как эту войну закончить. Они приехали туда явно продемонстрировать, что они не собираются говорить о мире. Вот что самое главное. Очень интересно. Ну, это так, это нюанс. Мы сейчас продолжим по сути по поводу Украины. Юрий Анатольевич, вот вы так заговорили о дипломатии. Там, ну, форма не засаленная была, но я просто хочу отметить, что у военных тоже есть форма вот эта выходная. Она называется парадная. Ну, парадная это со всеми как бы наградами. А есть, ну, как бы не полевая, а вот выходная, да. То есть тоже костюм, тоже галстук из себя представляет с военными разными моментами. То есть тут тоже есть большая разница. Да, вот где ты находишься и какую форму надеваешь. По поводу дипломатии. Потрясающий же момент. Ну так, в качестве такой расслабляющей темы для разговора. Макрон, значит, встреча, да, то есть лидеров. Макрон подходит к Эрдогану, жмут они руку, он кладет свою руку сверху на руку Эрдогана, как бы, да, вот он стоит, Эрдоган сидит, как бы демонстрируя свое превосходство. А Эрдоган его схватил за палец вот так вот и держит. И вот они так вот общаются.
То есть, ну, тоже очень красивые моменты, то есть такие вещи, которые надо вот подмечать. То есть вроде как он хотел, Макрон, ну, скажем так, ну, повыделываться условно, да, что мы вот, я круче тебя раз, а Эрдоган и WhatsApp, и все. И вот этот его ход, он уже просто, ну, как бы вот не туда. Мне кажется, что история с рукой Макрона и Эрдоганом, который схватил его за палец, очень ярко демонстрирует нам первый день Стамбула, 15 числа. Очень ярко. Потому что Зеленский рассчитывал на другой сценарий. Зеленский рассчитывал на другую реакцию Трампа. Зеленский рассчитывал, что все-таки удастся раз, да, и ну, провернуть нечто, что ли, то ли выманить Путина в Турцию, то ли каким-то образом добиться от него каких-то нелицеприятных заявлений. Ведь 2 дня Стамбула – это как небо и земля. 15 и 16. Если бы спокойно собрали делегацию, посадили, без всякого, как вот 16-го, ну, наверное, и фон был бы другой. А пошли по этому пути. Почему? Вы у меня спрашиваете? Вообще 15 числа творилось что-то невообразимое. 15 числа, 15 мая. Во-первых, исчез прибывший в Анкару сам Зеленский, который в аэропорту там устроил целое шоу. Ну где этот Путин? Где он? Что я должен по всему миру искать этого человека, как он выражался, да, такой, с таким паханским таким поведением. Вот. Потом исчезли все украинские журналисты. Вот. Это было тоже очень показательно, что 15-го уже ничего не будет. И весь день вся пресса мира стояла у ворот этого дворца, ожидала, ну когда же, ну когда же. Но дело, как говорится, опять же, не в том, когда начались эти переговоры. Они начались на следующий день, 16-го. И то, что вы подметили у Эрдогана, это не случайно. Это абсолютно не случайно. Я опять же буду говорить сегодня о дипломатии. В дипломатии не бывает ничего случайного. Понимаете? Ничего. Каждая деталь в каком-то дипломатическом жесте имеет свое значение. Эрдоган человек очень амбициозный. Эрдоган человек, у которого прекрасные отношения с Владимиром Путиным. Чисто личностные, я повторяю. Не на уровне между государствами, как Турции, так и России. Но Эрдоган человек очень пунктуальный. Я, когда говорю о чисто личностных, дружеских отношениях между Путиным и Эрдоганом, я имею в виду очень четкое исполнение всех договоренностей, даже устных. Я могу привести вам десятки примеров, когда Путин с Эрдоганом договаривались просто по телефону, не подписывая ни одной бумажки. И все обязательства с двух сторон всегда были исполнены. Поэтому отсюда идет уважение друг к другу. Хотя Эрдоган до сих пор не признает Крым российской территорией, он не признает даже между строк, скажем так, Крым и украинским, потому что турки всегда считали Крым территорией Османской империи, понимаете? Крымским ханством, которое было в свое время, 200 лет назад, под эгидой Турции. И никогда турки не признают Крым чьей-то территорией. Они всегда будут считать, что Крым – это территория Турции. Что касается Макрона и вот этого жеста, ну, это уничижительный жест, я даже не хочу на этом подробно останавливаться. Вспомните, когда Рауль Кастро встречался с президентом США Обамой, когда тот пытался Рауля Кастро приобнять, сняв санкции с Кубы частично. И Рауль Кастро таким жестом, знаете, отталкивающим, убрал его руку с плеча. И это действительно прогремело на весь мир.
как то, что гусь свинье не товарищ. Поэтому то же самое произошло и здесь. Эрдоган не считает себе равным ни Макрона, ни Мерца, ни Мелони, ни других лидеров Евросоюза, с которыми можно вести на равноправной основе какой-либо диалог и быть уверенным в том, что решения, которые будут приняты, Эрдоган неоднократно ошибался, доверяя Евросоюзу. И эти, значит, договоренности впоследствии все были нарушены. Ну, хотя бы возьмите тот факт, что Турция уже почти 50 лет не в составе Евросоюза, хотя она туда стремилась, а лишь в составе блока НАТО. Вот такая ситуация. Вернемся к Украине и к перспективам. Юрий Анатольевич, я знаю, что вы, ну, смотрите, не любите комментировать события, текущие на фронте. Не потому, что там нечего сказать, а потому, что есть профильные, скажем так, ну, люди, которые там четко... Ситуация меняется, во-первых, это ситуация на земле, то есть какие-то общие тенденции, есть частности, которые выдают за нечто большее. Но я не могу не отметить, скажем так, и не попросить прокомментировать вас два момента. Момент первый. Давайте, как вы выражаетесь, по порядку. Значит, в районе Мирнограда, это Красноармейск в прошлом, есть продвижение легкой пехоты Российской Федерации, внимание, на 2 километра. Я на этом делаю акцент, потому что это много для нашей войны, вот этой большой и длинной, в условиях FPV-дронов, в условиях, скажем, ну, засилья там разного оружия и вот этих малых штурмовых групп. 2 километра, которые фиксируют сейчас, их, понятно, там подтвердятся они, не подтвердятся, наверное, узнаем через пару суток еще, потому что 3 суток, да, то есть надо, чтобы понять. Но это прям очень показательный момент. Зеленский во время вот этих всех стамбульских историй и параллельно вместе с Зеленским внутри тоже и извне тоже говорили о том, что Россия идет в наступление. Какое-то большое наступление, летняя кампания, она вот чем-то чревата. И прямо начинается она вот сейчас, вот в дни Стамбула и после. Оцените, пожалуйста, перспективы, угрозы для там, вооруженных сил Украины, угрозы для тех городов, которые сливали в инсайды, я имею в виду Сумы, Харьков, и что она, и вот какие темпы будут в этот раз. Судя по первому дню и этим 2 километрам, то не такие уж черепашьи, как принято считать, и ну, все сейчас об этом говорят. Что касается обстановки на фронте, я абсолютно ежедневно знакомлюсь со сводками. Ну, вы правы, я это не люблю делать, потому что ситуация меняется с каждым днем и не в пользу Украины. На сегодняшний день с самого утра российскими ПВО над Белгородской областью, это вот на второй день после переговоров, отражено более 100 нападений украинских БПЛА над Белгородской областью. И здесь очень качественно работают и работали системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» и ТОР-М1. И даже уже есть ТОР-М2, модифицированная установка. А эти установки работают по низколетящим целям и довольно эффективно очень работают. Почему я говорю об этом? Потому что существует в Российской Федерации оборонно-промышленный комплекс, который в 24/7 работает на оборону страны. У Украины таких возможностей нет, от слова совсем. Сегодня со стороны Российской Федерации был осуществлен ракетный удар по Одесской, Киевской и Харьковской областям. Это тоже произошло утром. По складам вооружения и техники. Ну, как передают российские источники, это тоже было, эти удары были успешными. Никто их не смог отразить.
И это, опять же, в том же ключе, что на сегодняшний день против ракетных систем средней дальности, малой дальности у Украины практически нет тех систем противовоздушной обороны в достаточной степени. Я не беру сейчас те жалкие остатки от американского вооружения, которые были переданы Украине из стран Европейского Союза, их недостаточно. А своих систем противовоздушной обороны у Украины по-прежнему нет и не будет. Вот. Что касается того вопроса, о котором вы говорите, что 2 километра. Ну, вы знаете, в годы Великой Отечественной войны на Курском направлении и уже в 1944 году, когда шло освобождение левобережной Украины, и советские войска переходили линию границы СССР-Польша, продвижение Красной Армии, советских войск, было 30-40 километров в сутки. Вот оцените масштабы наступления с сегодняшним наступлением. Почему я беру в сравнение это? Потому что в тот период времени шли фронтальные бои. Фронты наступали, фронты отступали, контрнаступали и так далее и так далее. Что такое фронт? Фронт – это несколько армий, несколько танковых армий, несколько пехотных армий и так далее и тому подобное. Это другие масштабы совершенно. Сегодняшняя война между Украиной и Россией – это позиционные бои в основном. То есть по принципу отдельных опорных пунктов. И, скажем, продвижение в 2 километра, как вы правильно заметили, для вот этих позиционных боев это достаточно большая дистанция. Кстати, сегодня на Донецком направлении, я уже не помню там, как название этого пункта населенного, он небольшой, но опять же российская армия его заняла. И двигается далее вперед, на запад, освобождая Донецкую и Луганскую область. Вот такая ситуация. Поэтому, я вам, в принципе, сказал, что на сегодняшний день, если Россия поставит себе задачу, да, воевать фронтально, фронтом, а если еще она откроет другие фронты с севера и с юга, а это вполне вероятно, я абсолютно ответственно могу себе это представить. Вот. В зависимости от того, как поведет себя в дальнейшем украинское руководство и каковы будут итоги переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Россия однозначно будет требовать того, чтобы американцы выходили из Украины. Но это мы уже с вами обговорили. Так вот, при открытии южного и северных направлений, ситуация может просто-таки кардинально измениться. Это будет не просто Восточный фронт. Это уже будет очень тяжелая обстановка. И я думаю, что ВСУ придется несладко. Вы когда говорите... Когда говорите «Северный фронт», вы подразумеваете Беларусь? Там скоро учения российско-белорусские. Да. Именно это я и подразумеваю. Почему? Потому что я как не исключал, так и не исключаю того, особенно после албанской встречи Евросоюза, да, которая закончилась, там она уже или не закончилась, я не помню. Там было сделано все для того, чтобы в дальнейшем подрывать ситуацию на Украине, ее организировать, эту ситуацию. И я не исключаю, и причем в резолюции этого форума, так называемого, четко проходит линия Россия, Беларусь как союзное государство. То есть, если раньше все было направлено против России, то сегодня Евросоюз и НАТО уже говорят о Белоруссии. То есть я не исключаю, что в ближайшее время состоятся военные провокации против Республики Беларусь. Что, естественно, будет и мотивационным шагом
России, как союзника Беларуси, встать на защиту этого государства и начинать какие-то контрдействия. Вот в таком духе. Ну, просто я помню, что какой-то 22 23-й, по-моему, год, да, то есть там же говорили о том, что, а, ну, там по направлениям уже расставлены генералы Российской Федерации, и вполне вероятно, вот условно, да, это там с юга непонятно, по Черному морю там господство, не господство этих дронов, но тем не менее, то есть с юга давление и с севера, и тогда отрезается условно там трассы поставок западного оружия через Западную Украину, вот эту, которую через границу, и, соответственно, потом уже война приобретает абсолютно другой смысл. И тогда это воспринималось как дичь, как нечто такое, ну, скажем так, пугалка очередная, и какие-то... И стратегически, в общем, никто к этому не подходил нормально, то есть с точки зрения военных карт, военных смыслов и военных решений. Здесь этот момент... Ну, Лукашенко сказал, что ни на кого нападать мы не собираемся на ближайших учениях. Сразу всех предупредил. Поэтому будем просто учиться, обороняться. Поэтому вполне вероятно, что нет. Ну да, Лукашенко Александр Григорьевич прекрасно понимает, что у него есть за спиной большой брат, и это так на самом деле. Вот, и он не собирается сдавать свои позиции ни как президент, ни как верховный главнокомандующий своих вооруженных сил. Белорусская группировка очень мощная, несмотря на то, что она не так многочисленна. Вот, всего-навсего там, по-моему, до 300 тысяч войск белорусских, чисто белорусских. Но там есть и российский контингент. В каком количестве никто не знает. Вот. То, что вы сказали о российских генералах, так, они постоянно там, безусловно. Вот. Как впоследствии будут и корейские генералы. Выдаю такой маленький вам инсайдик. Вот, потому как вы видели, что на Красной площади присутствовало 5 генералов Корейской народной армии во главе с одним очень известным генерал-полковником, которому прочат пост в будущем министра обороны Корейской Народно-Демократической Республики. Я сейчас не могу назвать его имя, потому как эти имена для меня сложные к запоминанию. Вот. Но, в принципе, белорусы чувствуют себя очень уверенно в этом смысле, и в том числе президент Лукашенко. У них сегодня на их территории находятся российские ядерные силы среднего радиуса действия. Вот. И сейчас Александр Григорьевич еще просит новые системы, абсолютно новые, которые, так сказать, только лишь прошли испытания на территории Украины. Это, как вы понимаете, довольно успешные были испытания. Я сейчас не буду об этом говорить, чтобы не теребить старые раны. И система «Орешник», я имею в виду. Есть еще новые системы, о них очень мало говорят, и Александр Григорьевич требует уже, так сказать, чтобы эти системы ему были поставлены. И белорусы сейчас строят специальные пусковые установки для этих систем. Так вот, еще существует по типу «Орешника» следующая боевая система. Это «Зевс». Говорят, что она еще страшнее, чем «Орешник». Вот. Ну, пока что никто о ней в открытую не говорит. Прозвучало где-то только вот это название. Тактико-технические характеристики, конечно, они строго засекречены. Поэтому, если европейцы вот так слегонцой, да, говорят о том, что они по-прежнему будут проводить свою внутреннюю и внешнюю политику на то, чтобы нанести сокрушительное поражение, как выражаются многие европейские лидеры, России и Белоруссии, ну, я бы сказал, ребята, вы или с головой что-то своей делаете, либо образовываетесь немножечко в плане историческом, потому как исторический опыт, он всегда учит чему-то положительному. Вот. Поэтому ситуация довольно-таки интересная.
Но я опять же повторюсь, что для Украины провокации с Беларусью, с Запада, могут очень плачевно обойтись. Юрий Анатольевич, сколько Стамбулов будет? Что подсказывает интуиция? Значит, я буду говорить исключительно фактами. Я сегодня слушал новое интервью, утреннее интервью Дмитрия Пескова, которое он давал по телефону федеральным каналам, телеканалам российским. Он сказал, что сейчас в режиме нон-стоп готовятся те предложения по мирным инициативам, которые были объявлены с двух сторон в Стамбуле. Украинская сторона такие предложения должна представить России, российская сторона должна представить Украине. Да. Поэтому эти предложения готовятся. Подробности, что будет в этих предложениях, Песков, естественно, не сказал о подробностях. И в дальнейшем встреча, которую очень вожделеет господин Зеленский на высшем уровне между Путиным и им лично, как он любит выражаться, возвеличивая, так сказать, свою ипостась, вообще под вопросом. То есть Песков просто в открытой форме заявил, что встреча на высшем уровне, а тем более подписание, я вот буквально цитирую его слова, каких-либо договоренностей, да, о мире там и так далее, будет с человеком, который легитимен. То есть встречу между Путиным и Зеленским вполне возможно. Но что-либо подписывать российское руководство с Зеленским лично никогда не будет. Это уже факт непреложный. Вовсю говорят о том, что Зеленский может условно под шумок, если дойдет до перемирия, ну, имеется прекращение огня, да, периода, на время переговоров, под шумок быстро провести выборы и стать легитимным. Это все? Но вообще-то для того, чтобы провести, как вы говорите, под шумок чего? Мирных инициатив? Да. Ну хорошо. Для этого он отменит военное положение, как вы считаете? Ну, придумают что-то, как голосовать во время военного положения и закрытых границ. Ну, это дурное дело не хитрое, вы же понимаете. Дело в том, что, Александр, я понимаю прекрасно, что в Украине на сегодняшний день возможно все. Вот. Там и убить человека прямо на улице, как Киреева, кстати, убили, помните, да? Участника первых переговоров в Стамбуле. Просто человека в голову застрелили и все. Кстати, говорят, он был самым активным переговорщиком на тех переговорах. И, может быть, благодаря ему были парафированы те договоренности, которые должны были быть подписаны между Украиной и Россией. И, может быть, в тот период времени уже воцарился мир. Поэтому, если человека можно убить просто так, безнаказанно, то провести выборы, как вы говорите, под шумок, вполне вероятно. Но вопрос в другом. А признает ли мир такие выборы? Вот в чем дело. Потому как у Зеленского с сегодняшним даже признанием и в Европе некоторыми государствами, и в Соединенных Штатах, что особенно примечательно, далеко не все нормально. Далеко не все нормально. Поэтому выборы нужно проводить, естественно, на альтернативной основе. Должны быть альтернативные кандидаты господину Зеленскому, не просто его единомышленники, да, а принцип демократии, вот этой американской демократии, должен быть соблюден. И самое главное, выборы у нас четко обозначены в специальном законе о выборах на основе Конституции Украины, которую никто не отменял. И слуги народа вряд ли отменят эту Конституцию, потому что это отмена Конституции, да, или даже смена каких-либо статей. В Раде должно быть конституционное большинство. Я сомневаюсь, что на сегодняшний день там есть.
Ну, И, во-вторых, за военное положение голосовали да-да-да, конституционным голосовали. большинством. И за Я мобилизацию согласен. тоже. Да, я согласен с вами. У меня здесь действительно есть сомнения по этому поводу, что, может быть, кто-то единым фронтом выступит против каких-либо статей конституционных, потому как Верховная Рада сегодняшним числом управляется в ручном режиме, в абсолютном ручном режиме. Вот. И за большие деньги, скажем так. А может быть, даже и кому-то по принуждению, особенно к тем депутатам, которые раньше назывались ОПЗЖ, вот, и сегодня остались в Верховной Раде. Поэтому все возможно. Но еще раз говорю, там возникнут очень большие вопросы господину Зеленскому с признанием таких выборов как легитимными. Вот в чем дело. Ну и со стороны той же России, конечно же, в первую Да, очередь. да, 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 да. Главные бенефициары в вопросе мира на Украине на сегодняшний день это Россия и Соединенные Штаты. Если мы попытаемся подумать, ведь внутри Украины ничего не указывает на то, о чем заявляет Зеленский. Он заявляет о том, что мы хотим... Ну вот в очередной раз он призвал из Албании, конечно, призвал всех ввести жесткие санкции против России, какие-то невиданные санкции, которых там Россия до этих пор не видела. Вообще тема санкций сейчас... Ну опять-таки, понимаете, в чем дело? То есть игра понятна. Приехать, сделать ветер в Анкаре, с Эрдогана как бы пристегнуть к себе, Трампа на заявлениях пристегнуть к себе, мол, Трамп за нас, вместе с европейцами там тоже закрутить вот эту историю, и всех вот там Путина на счетчик, скоро введем санкции, да? То есть санкции, какие-то невиданные санкции, которые реальные такие большие, и вот требовать вот этого мира. И, мол, говорить, что мы это делаем ради мира. Введение подобных санкций, призывы к США по подобным санкциям, понятное дело, сорвут все усилия американцев по налаживанию контакта с россиянами. Это очевидно. Здесь не надо быть великим геостратегом и понимать в геополитике. Поэтому Трамп их не спешит вводить. Поэтому делает такие очередные, там, где-то нелепые заявления про танки, которые там застряли в грязи, то комплементарные вещи по поводу Путина, то говорит о том, что ой, я бы полетел, но извините, у меня внук родился, и как бы отправился в Вашингтон. То есть вот такая вот игра. Но по сути, Зеленский выглядит слабо с вот этим призывом к санкциям, потому что все понимают, что санкции ударят именно по самим же себе, да, вот эти европейским странам и остальным, и внесут еще больший раскол. Да, России будет больно. Мы обсуждали там на моем канале, что действительно и курс рубля x2, то есть и там разные моменты, но там... Папа, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше кушать. То есть на военную сферу Россия всегда будет выделять должное количество денег, средств, и война будет продолжена. То есть, но как бы красная линия санкций уже перейдена. То есть вот такую перспективу нас в нее ввергает Зеленский. А внутри Украины ничего не говорит о том, что он хочет прекращения огня и мира, кроме рта Зеленского. Мы этого не слышим ни от чего. Точно так же загоняют всех в ТЦК. Школьникам, которые вот сейчас заканчивают школу, нельзя поступить без военного билета. Внимание, военного билета. Не приписного там какого-то, непонятно в каком то городе, а военного билета. Все говорят там борьбу с ухилянтами, все на фронт, центры сопротивления. То есть мы внутреннюю политику в делах видим абсолютно другую. Поэтому я вот так хочу задать вопрос. Мединский вроде как, это по сливам, говорит там, Россия против... Мы воевали против Швеции 21 год, а сколько вы готовы воевать? Сколько готова воевать Украина? Как бы вы оценили? Опять же, я могу вам ответить такими же сливами. Сливами не в смысле плода, а то, что сливают в средства массовой информации. Но американские средства массовой информации, американские же эксперты уже давно сказали, я сегодня Мершамера слушал профессора, но тот действительно повторил эту истину, что если Трамп таки топнет ножкой, договорившись с Путиным,
и прекратит всю помощь Украине, да, и финансовую, и военную, ну, ВСУ продержится максимум 4 месяца. Но это, опять же, по этим сливам. Вот. Я думаю, что при активном наступлении, после того, как это наступит, российских вооруженных сил, 4 месяца – это слишком много. Потому как плачевность, прежде всего, морально-психологическая. Я всегда говорю о людях, как политработник. Кстати, в наших комментариях с вами, да, которые я периодически читаю, меня с такой, знаете, оскорбительной, некоторые подписчики ваши, в оскорбительной форме называют политкомиссаром. Ребята, я горжусь этим, что я политработник. Причем дважды я закончил и военно-политическое училище, и военную академию имени Ленина в Москве. Поэтому я горжусь этим. И меня оскорбить этим невозможно. То же самое, если бы Александра оскорбляли там журналюга там, или что-то в этом духе. Он горд тем, что он журналист, профессиональный журналист. Поэтому вы переключаетесь на какие-то другие прозвища. Так вот, что касается, например, опять же, Украины, как скоро, сколько ей дышать можно будет еще. Но поймите правильно, что у Украины есть печальный опыт, когда президент, законный, подчеркиваю, президент, бросал страну в самое, так сказать, худшее время для страны. Ну и куда-то, мягко говоря, выезжал за пределы страны, бросив своих граждан на произвол судьбы. Есть такой печальный опыт. Поэтому как только случится то, о чем я говорю, а это вполне вероятно, то действительно все высшее руководство Украины давным-давно перебежит в Польшу, где стоит лайнер и другие джеты наших можновладцев, понимаете, честно заработанные. Вот. И они на этих самолетах будут разлетаться по всему миру. А вы, уважаемые мои сограждане, мои земляки, останетесь один на один с вашей бедой. С бедой неустроенности, безработицы, инфляции, ну и не дай бог еще чего-то худшего. Поэтому на сегодняшний день, как вы бежали на Майданы, да, свергать там власть и ратовать за европейские кружевные труселя, давным-давно уже бы подняли бы хвост и что-нибудь начинали хотя бы говорить против этой власти, которая ведет вас к полному краху. Ну, опять-таки, такая, кому говорить? Вы же видите, какая система построена. Ментовские, прокурорские, ну и так далее. Как бы, у них бронь. Вот тоже там много же это же парадокс, да, вот вы тут про политработников вспомнили. Но по сути, смотрите, то есть не было такого, то есть война, да, то есть в нашем понимании, ну, все берут Великую Отечественную в пример, можно другие примеры привести, да, даже с точки зрения, ну, вот как там говорят, сепаратисты, там, террористы, шахтеры и трактористы в момент до широкомасштабного вторжения, они же во что образовались? Просто мы не понимаем они там назвались народная милиция, ну, вот в тот период, ДНР и ЛНР, да, вот, которые были не признаны никем. Но там была народная милиция. Еще было выражение ополченцы. Нет, это выражение, оно было первых дней, но структурно, это важно, структурно называется народная милиция. Да. Народная милиция, да. Это очень важно. Здесь же у нас, это как бы подчерк, и воевала там тогда там, народная милиция. То есть все вертикали силовых органов, да, понятно, что были там и прокурорские, и всякие это самое, все на свете, все подчинялись вот единой задумке. Если я к чему это сейчас привожу пример? Не к тому, что я там хвалю там те времена и там какую-то народную милицию, ни в коем случае. Я говорю о структуре. У нас же получается люди, которые с оружием в руках, которые умеют, понимают, знают свое дело, то есть все правоохранители, да, они как бы, у них бронь. То есть
У этих бронь, у чиновника бронь, у какого-то там нужного, правильного там артиста, волонтера, у них тоже бронь. То есть все пределе. А воевать идет как бы простой человек, которого нужно привести в чувство, ну, поймать, привести в чувство, пройти какую-никакую учебку, чтобы он сам, грубо говоря, там не погиб в течение ближайшего времени где-то, то ли по пути в учебку, то ли по пути из учебки, чтобы не сбежал. То есть все усилия направлены на вот этого человека, который там становится воином, условно, да, и там, в конце пути, да, он встречает бой, принимает бой с противником. То есть абсолютно другая система. Вместо того, чтобы взять эту систему, перенаправить и, ну, да, вот на защиту страны, как положено по Конституции, когда они не в тылу воюют, а на передовой. То есть абсолютно наизнанку все. И вот это вот возникает от этого такой какой-то диссонанс, понимаете? То есть сколько это может продолжаться? И фраза там «до последнего украинца» имеется в виду не физический украинец, а украинец вот обычный, которого там можно взять и вырвать из жизни, из общества и отправить в солдаты. Пока вот они не кончатся. Вот, наверное, какая перспектива. Что думаете? Я вам отвечу как вот именно вы задали чисто военный вопрос, я вам отвечу как человек военный. Да? В чем ошибка Украины за все 30 с лишним лет? Просто такие наплевательское отношение на человека, власти украинской, на человека в военной форме. Все 30 лет, поверьте мне, Александр, я с 91-го года, со дня вот этой проклятой независимости, в рядах вооруженных сил Украины. Я просто это все не просто изучил, это все было на моих глазах. Когда офицеры, командный состав не получали по 3 месяца заработную плату, когда семьи просто распадались через одного у офицеров, понимаете? Солдат вообще содержали в скотских условиях, просто в скотских. Я это не боюсь говорить об этом, потому что никакой войны еще не было. Да? В воинских частях солдаты себе в казанах готовили какую-то снеть на костре. На кострах я эти части видел. Что на западе Украины, что на востоке Украины. Уже не говорю о Черноморском флоте украинском. Там вообще ситуация была идиотская. Когда офицеры в Севастополе, два друга, один только служил в украинском флоте, Черноморском, а другой офицер, тоже старший лейтенант, служил в российском Черноморском флоте. И когда они шли к одному банкомату и снимали каждый свою зарплату, то у украинского офицера карточка просто пикала, потому что там на ней ничего не было. А российский офицер снимал большие суммы денег, заслуженные, с этого банкомата. Вот вам показатель первый. Второй показатель. Тот, что военно-политическое руководство Украины, опять же, из чисто своего опыта, никогда не уделяло, как политработник, кстати, скажу, воспитанию, надежному, достойному воспитанию военнослужащих в духе, вот пусть это не патетично звучит, любви к своей родине, понимаете, к своей земле. Соответственно, вот такое же отношение было у военнослужащих. Люди призывали там на 1 год молодых людей для службы в вооруженные силы Украины, да, абсолютно ничем не мотивируя. То есть молодые люди считали, вот мы отбываем эту повинность, а там хрен с ним трава не растет. Единственное, что преуспело, значит, политическое руководство Украины, я беру всех абсолютно президентов, всех. Нет даже ни одного положительного момента среди президентов Украины, который мог бы опровергнуть мои слова. Считала, что украинские вооруженные силы вообще не надо реконструировать, не модернизировать. Значит, людей нужно постоянно сокращать. Да сокращались до того, что уничтожили все высшие учебные военные заведения.
оставив там единицы, а остальные перевели на военные факультеты гражданских вузов. Вот вам, пожалуйста, и результат. Значит, что касается военной техники, в 1995 году, я уже рассказывал эту историю, но я не грех повториться, повторение мать учения. Я был прикомандирован к Главному управлению кадров Министерства обороны Украины. Почему? Ельцин, договорившись когда-то с Кравчуком, а затем и с Кучмой, всех выходцев из Украины, офицеров российской армии, сманивали к себе. То есть Ельцину было очень сложно содержать тот контингент, который вывели из Восточной Европы. Поэтому он говорит, забирайте всех своих украинцев, а мы тут со своими разберемся. И вот действительно люди, которые прослужили не один десяток лет, не получив ничего взамен в Российской Федерации в тот период времени, в тяжелый для России период времени, пытались переехать на Украину, еще полагая, что здесь, в советское время Украина была самой передовой Советской Республикой среди всех республик 15 Советского Союза. Думали, что здесь еще хоть что-то осталось, тем более какой-то отчий дом, какой-то кусок огорода и так далее и тому подобное. Как только они А я сидел в отделе кадров, в Главном управлении кадров, всех этих людей принимал, беседовал с ними. Это не потому, что я начитался где-то каких-то книжек и вам сейчас об этом рассказываю. Это все прошло через меня, через мое сознание. И когда я смотрел на этих людей, я им пытался, конечно, очень мягко объяснить, что здесь у вас роста, карьерного роста по службе не будет, что Украина на сегодняшний день пребывает в плачевном состоянии уже тогда, в 1995 году, что вооружение и техника, это я им не говорил, правда, но я знал об этом, просто эшелонами сбываются за большие деньги третьи страны мира. Это доказуемый уже факт. Господин Кучма на 40 миллиардов долларов. По тем временам это бешеные деньги. Это можно было создать новые вооруженные силы на эти деньги. Сбывал эту технику в страны Африки, Юго-Восточной Азии и в другие страны. Даже в Латинскую Америку. Поэтому вот все это, да, с годами накапливаясь, не могло не прорвать этот нарыв. Безусловно, сегодня, понимая все в народе, в украинском народе, что происходит, мотивационного шага никакого нет со стороны власти. Когда началась в 22 году вот то, что началось, да, Украина действительно должна была вести по-другому себя. То есть, во-первых, должны были быть стопроцентные гарантии финансового обеспечения военнослужащих. В тот период времени действительно был какой-то небольшой период, вот этот порыв, да, такой патриотический порыв. Люди шли в военкоматы, понимая, что нужно защищать свою родину. Да? Но власть никак не поддержала этот порыв. Это как вот ручеек, который течет, да, и на его пути какие-то случаются камни. Эти камни нужно было раздвинуть, чтобы этот ручеек превратился в какую-то реку, чтобы это не угасало в людях. Но на самом-то деле все пошло, как вы правильно заметили, по другому сценарию. Власть решила, что хай воно буде, як воно є, понимаете, да? Ничего не надо вкладывать в эти вооруженные силы. Как говорил Остап Ибрагимович Бендер, Запад нам поможет, Запад с нами. Вот на это была вся надежда. Запад им помог. Зеленскому его комарильи. Запад им помог. Конкретно там 2-3 десяткам человек. Но он никак не помог украинскому народу. Понимаете? И все, сегодня мы пришли к тому, что 1 миллион уже убитых, если не больше, 3 миллиона, 4 миллиона искалеченных, раненых, которые, опять же, даже в этом случае не имеют никаких социальных гарантий. Им дали какие-то корочки участника боевых действий, и все. То есть
Материального обеспечения никакого, социальной защиты никакой. В суды идти это абсолютно бесполезно. Первое время еще как-то пытались там люди в судах находить правду, и несколько решений, несколько тысяч решений было вынесено в пользу украинских военнослужащих, и они получили то, что им положено согласно закону. Но на сегодняшний день все в судах вот эти исковые заявления, все это отфутболивается. Люди действительно разуверились не только во власти, они в государстве разуверились. Имеет ли право существовать такое государство на сегодняшний день, где главенствует нацистская идеология? Это очень большой вопрос. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и, конечно, спасибо за мысли. Вам спасибо большое тоже, Александр. Я надеюсь, что наши подписчики будут справедливы и сегодня прокомментируют. Нам очень интересно ваше мнение, дорогие друзья. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.